Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья. И сегодня я вам хочу показать еще один вариант декора елочной игрушки. Покажу вам, как замаскировать вот этот хвостик и сделать вот такой. И также, как все задекорировать. Урок по цветочку есть на канале. Ссылочку я оставлю. И также хочу сообщить, что будут творческие комплекты, куда будут входить все материалы, уже обтянутые заготовки, материалы для декора, кисточка и для цветка. Если вам интересно, пишите мне, контакты будут под видео. А сейчас приступим. Начну работу с того, что подклею вешалку. Я использую ленту 3 мм и вешалка у меня 20 сантиметров. Это оптимальная длина вешалки. Не надо ни длиннее, ни короче. Я завязываю узелок. Вот. И теперь подклеиваю на одну из заготовок. Заготовки у меня уже обтянутые. И такие заготовки у меня будут в наличии, уже обтянутые именно этим бархатом. Многие спрашивают сделать комплекты. И вот я думаю, что у меня будет несколько комплектов именно вот в таком сочетании. Беру кисточку, нахожу середину. Вот она у меня. И сюда подклеиваю кисточку. Оставляю 1 миллиметр свободного края, чтобы кисточка у меня свободно двигалась. И даю закрепиться. И теперь склеиваем две половинки вместе. Я наношу клей. Стараюсь не наносить на самый край, а именно вот так, как немножко изнутри. И подклеиваю. Вот здесь я придерживаю пальчиками, чтобы чувствовать уровень и чтобы у меня все получилось одинаково. И вот вы видите, таким образом, когда вы наносите клей не на самый край, а чуть-чуть как бы в середину, ничего нигде не проходит. И вот клей весь внутри. Перед тем, как подклеить силиконовую ленту, проверяем, нету ли вот этих краев силикона, которые надо подрезать. А то они не очень хорошо смотрятся на готовом изделии. Поэтому все проверяем. И подклеивать силиконовую ленту я буду на вот эту ленту. Сейчас объясню почему. Мне нравится больше, и еще игрушка держится именно вот здесь, где склеено, лучше. Вот я вам сейчас покажу разницу. Вот я подклеиваю на ленту. Посмотрите, более ярко. И рядом приложу без ленты. Возможно, кто-то не видит разницу, но мне нравится с лентой больше. Поэтому я беру ленту, так, зажигалку, обязательно обрабатываю край и начну вот с этой стороны. Немного клея, совсем чуть-чуть, чтобы ленту приклеить. И подклеиваю. Даю закрепиться и сейчас придерживаю пальцем. Просто наношу чуть-чуть клея, чтобы все подклеить. Аккуратно по шву. И продолжаю подклеивать с одной стороны и с другой. Расположение стразовой ленты у меня будет крест-накрест. И я подклею вторую ленту. Я наношу немного клея. Подклеиваю край ленты. Даю закрепиться. И затем сейчас покажу, как действовать дальше, чтобы все получилось ровно. Если вы это делаете в первый раз, вот натягиваем. Теперь смотрим в обе стороны, выравниваем. Вот, все одинаково. И теперь с одной стороны я вот так иголочки закреплю. И теперь я знаю, что от иголочки примерно на расстоянии 1,5 миллиметра, извините, я буду наносить клей. И у меня получится все ровно. Вот вы видите иголочки, и вот сюда я буду наносить клей. Таким образом у вас получится все ровненько. И накладываю ленту. Вот.
И продолжаю работу. Лишнее подрезаю, обжигаю и подклеиваю. Ну и, конечно, стараемся все держать в чистоте. Вот что у меня уже получается. Заготовку можно декорировать разными способами. Можно приклеить стразовую ленту на силиконовой основе. Можно использовать вот такую ленту. Можно просто приклеить стразовую цепь. Можно использовать полубусины. Вот под рукой у меня сейчас их нету, но мы с вами работали в 2 ряда, и тоже будет очень красиво смотреться. И я в данном случае буду использовать ленту на силиконовой основе. И примеряю примерно вот как у меня лента пойдет. И ищу место вот здесь, чтобы подрезать, чтобы вставить кисточку. Поэтому я подрезаю и вот эту серединку вот так вырезаю. Вот этот камешек. И здесь у меня будет кисточка. Так, сейчас вот. И теперь я вот могу вставить. И у меня получится все идеально. Вот вы видите, что получается. Я все выравниваю и, начиная от кисточки, буду подклеивать, чтобы все у меня было ровно. Придерживаю пальцем, отодвигаю и наношу клей на ленту. В этом случае у меня ничего не испачкается. И вот вы видите, как все с одной стороны и с другой. И затем продолжу в обе стороны. Вот здесь надо обязательно вот эти краешки заклеить, чтобы у нас ничего нигде не болталось. Наношу клей. И все ровно подклеиваю. Проверяем вот здесь. Если что-то где-то не подклеено, подлезаем и все подклеиваем. Обязательно, чтобы все было у нас подклеено. Теперь, когда все закреплено, можно наносить клей на силиконовую основу. Но делаем это очень аккуратно. И не надо наносить на много сантиметров. 1,5 сантиметра вполне достаточно. И продолжаем работу с одной стороны и с другой. И стразовую ленту по второй белой ленте клеим от низа и вверх. Также наношу клей. Для начала совсем чуть-чуть наношу клея. Вот вы видите, там буквально 1 сантиметр. И вплотную подклеиваю. Даю закрепиться и продолжаю работу с одной стороны и с другой. И вот здесь на макушке часто вот получается, вы видите, по рисунку я не могу подрезать, а то будет очень мало или много, поэтому я все подклеиваю именно к макушке. В некоторых игрушках я срезаю вот эти кончики, вешалку, в некоторых оставляю. В данном случае я оставила, и сейчас покажу вам, что же я придумала. Каждый раз мне в голову приходят новые какие-то идеи, и я взяла обыкновенный колпачок, и сейчас вот эту вешалку я одену в колпачок. Все подклею и украшу колпачок, и все будет идеально. Вот, посмотрите, сейчас я его одену, где-то я там его подогну и приклею. И вы посмотрите, как все аккуратно получается. Как вам такая идея? И заодно вот этим колпачком мы можем регулировать вешалку именно на сторону, которую нам надо. Вот, видите, у меня тут горизонтально, и вот так вот будет. И вешалка у меня будет ровная. Чтобы все ровно подклеить, я немного вот так вот раскрываю колпачок. И все примеряю. Еще раз убедилась, что вешалка у меня ровно все стоит. И вот вы видите, сейчас я подклею, и у меня все будет просто идеально. Теперь отодвигаю колпачок. Наношу клей прямо внутрь и все подклеиваю и зажимаю. И вот вы видите, как все идеально
получается. Мне эта идея очень нравится. Теперь вот так берем колпачок со всех сторон, зажимаем, выравниваем. И теперь можно его также украсить. И все у нас будет идеально. Здесь у меня будет с этой стороны бантик и цветок, поэтому именно там я и сделаю склейку. И все подклеиваю. И продолжаю работу. Мне захотелось на кисточку колпачок. Поздно я его нашла. Очень хорошо здесь смотрится. И чтобы его прикрепить, мне придется прибегнуть к хитрости. На одну из сторон мне придется подрезать и как бы его туда одеть. Вот сейчас попробую это сделать. Сейчас я все подрежу и вернусь к вам. Ну вот, колпачок я подрезала. И сейчас аккуратно вот его одену. Мне немножко неудобно. Сейчас я сделаю это за камерой и вернусь к вам. Сейчас постараюсь объяснить, как я это сделаю. Немножко вот так прокрутила одну сторону вниз, чтобы мне удобнее было одеть все. Здесь надо действовать очень аккуратно, чтобы не испортить кисточку. Поэтому даже вот так, наверное, еще чуть-чуть прогну его и одену кисточку. Ну вот, у меня все получилось, и теперь мне остается зажать. Вот, теперь мне все нравится. Сейчас я все прижму, подклею, и вот кисточка у меня одета в колпачок. Ну вот, кисточка у меня одета в колпачок, и ее тоже можно украсить. Мне очень нравится. И сейчас приступлю к бантику. У меня отрезок ленты. Можно брать больше, меньше, кому как нравится. У меня это 34 сантиметра. Нахожу середину и буду делать простой бантик на одну сторону и на другую. Размер бантика можно регулировать. И я буду отталкиваться от того, чтобы у меня немного вот эти края бантика торчали. Вот так. Берем иголку и просто сшиваем. Здесь я сшиваю мелкими стежками. Здесь главное закрепить. Все собираю и закрепляю нитку. Бантик обязательно надо перетянуть. Я беру эту же ленту, складываю ее пополам и обработаю бантик. Хоть этого и не видно, но все у нас должно быть красиво. Подклеиваю с задней стороны. Возвращаюсь на переднюю сторону. И снова на заднюю. И все закрепляю. Теперь подрезаю края и, конечно же, обрабатываю огнем. Вот такой бантик у меня здесь будет. И сделаю синий флажок. И мне задали вопрос, почему я не подклеиваю флажки сразу в бантике. Объясню. Вот эта лента, когда мы подклеиваем, она перетягивает как бы этот флажок, и вот он уже будет не так лежать, как мне надо. А так я сверху его подклеиваю, и он именно лежит, как нужно мне. Вот здесь будет флажок. Теперь я подклеиваю бантик. Здесь я не делала бантик из широкой ленты, так как игрушка смотрится изящно и очень нежно. И теперь сделаю свой флажок. Как я уже говорила, я флажки подклеиваю сейчас именно вот так. Не внутрь бантика, а как есть. Соединяю сначала флажок. И теперь можно его примерить
Вот. Именно так мне и надо, чтобы он ложился. Наношу клей. Так, неудобно чуть-чуть. Вот, нанесла клей. Сразу ловлю паутинку и укладываю свой флажок. И даю закрепиться. Конечно же, не забываем обработать огнем все края. И теперь мне останется подклеить цветок. Конечно, все лишнее я сейчас подрежу. Края я подогнула. И теперь нанесу клей и вот спрячу этот уголок именно вот сюда. Вот таким образом. И даю закрепиться. Вот что в итоге у меня получилось. По-моему, красота. У нас все идеально сзади и все красиво спереди. Ой, забыла кисточку украсить, но на кисточку можно приклеить такую же стразовую цепь. Как вам такой вариант декора? А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен, и вы узнали что-то новое. И также хочу сказать, что в наличии будут такие комплекты. Обтянутая заготовка и все материалы для создания такой игрушки. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.